Русскую общину, активно действующую на территории России, как об этом, наверное, многие знают, оказывается, финансируют структуры, связанные с окружением Патрушева и прокремлевским политологом Михеевым. И BBC это публикует, The Insider это повторяет. Это что-то новое, потому что раньше как-то звучал вроде как Малафеев. Ну, уже запутаешься, да и вообще, вот на мой взгляд, не очень важно, кто финансирует, важно, как свою деятельность осуществляют те или иные. Например, Собчак говорил, что они вообще там по команде Бастрыкина работают, то есть финансируют их командами, они кушают команды, видимо. Ну, еще раз, да, то есть финансирование и результаты разные вещи. Давайте пройдемся, что у нас известно, что со своей стороны, по крайней мере, The Insider пишет. Националистическое движение, русская община, ну, в каком-то смысле, ну, опять же, да, почему они националисты? То есть они говорят, что русские лучше других или нет? Это очень важный момент, потому что если ты борешься против того, кто говорит чеченские лучше всех остальных, ну, как пример, да, там, или таджикские, или узбекские, а ты говоришь, нет, нельзя, то ты националист, что ли? Я часто привожу пример, если на вас напали этнобанда, 10 человек, а вы там, ну, сотрудник, например, силовых структур, у вас оружие, и вы начали отстреливаться, положили там 10 человек. Кто националист? Вы 10 людей одной национальности, так сказать, ранили или погубили. Или они в десятером напали на одного другой национальности. Кто националист? Вот это вечный момент, им часто спекулируют, на всякий случай уточняю. Тем не менее, участники которого устраивают рейды против мигрантов, ЛГБТ-людей. Не знаю, что такое ЛГБТ-люди. Россия, самое интересное, в сторону России-то претензии высказывается, что запрещают ЛГБТ, который, ну, по сути, нет такого объединения. Просто у людей есть какие-то свои предпочтения интимного характера. В то же время сами это очень легко кидают ЛГБТ. Ну, я понимаю, что, да, там люди, которые принадлежат, там, ну, вот они там к чему-то принадлежат, на что мне вообще глубоко наплевать. Я за то, чтобы люди тихонечко принадлежали, желательно под одеялом лежали. Образно выражаясь, я не люблю, когда мне суют в то, что там это голубой. Если мне кто-то будет говорить все время, я не голубой, я его пошлю нахрен так же, как и того, который будет мне говорить что-то другое, потому что я его не спрашивал. Когда спрошу, можем пообщаться, там, и это все, вообще все равно какая-то тема интимная. Но едем дальше. Еще раз, и вот здесь может цепляться к каждому слову, как только начинаются спекуляции, поговорить есть о чем. И посетители ночных клубов, короче, они любят ходить в ночные клубы, чтобы что-то там делать с посетителями. Получают финансировать через благотворительные фонды, ну и замечательно, связанные с прокремлевским политологом Сергеем Михеевым. Это плохо, если это правда. Почему? Потому что есть понятие общественника, есть понятие государственник. Государственник, он проецирует, пытается объяснять и народу публиковать информацию о том, насколько полезно и нужно то, что предполагает или предпринимает государство. Что зачастую сопровождается теми или иными неудобными, трудными решениями, потому что государство, оно заинтересовано в сохранении государства. Иногда жертвами, да, иногда, не знаю, пенсионный возраст поднимают, как пример. Общественник, он от имени народа высказывается, нет, мы против, дождетесь бунта. А государственник говорит, будет бунт, будем подавлять и так далее. А это надо, потому что там, ну почему-то, не знаю, для стабфонда, например. То есть государственник говорит от имени, они в принципе всегда должны спорить, они не могут быть друзьями, общественник и государственник, но это спор полезный для того, чтобы сбалансировать и уравновесить что-то выгодное и для народа, и для государства. Если те, кто прикидывается общественниками, там, ну и кто бы они ни были, радикальные у них взгляды или нет, да, то есть как-то вмешиваются в какие-то вещи, они не могут ходить на рейды вместе с силовиками, что, я насколько понимаю, русская община делает. Ну и пошла она нахрен, это никакая, по крайней мере, это не общественники, мне больше нравятся общественники, потому что если это государственники, то они ничем не отличаются от любой другой силовой структуры, это как частная военная компания, которые запрещены, но которые есть. Это тоже, которые которых. Вот что-то тогда из этой области. Вот здесь я бы придрался. Еще раз, если их финансируют из государства, если они с полицией ходят куда-то, полиция провела рейд вместе с кем? Если это общественные наблюдатели, они не друзья в этом случае полиции. Наоборот, они даже смотреть, а хорошо ли полиция там всех ли скрутила, не позвонили ли заранее, не разбежались ли те, кого проверяют. Как говорится, да, ну, уже много раз озвучил, что очень сильно смахивает на то, что когда приходят делать рейд, там, мягко говоря, не все. То есть это вот эти тысячи и толпы вот этих вот замечательных товарищей из ближнего зарубежья, и мне пишут очень много, просто называя места, и уже, наверное, по всей стране скоро мне список надо составить, где они гужуются. Но как идет рейд, мало того, что на сами, не знаю, если вот про Москву, да, тут в Садовод не идут.
идут куда-то там в какой-то очередной хлев, какой-то сарай, находят там двоих и с помпой героически их там куда-то высылают. Ну на какие уши это напяли? Были бы общественники, вот будь это русская община, общественники, они бы ходили как раз туда, куда надо. В заповедники они бы заходили, а тут такое ощущение, что некоторые места как заповедные зоны, там нельзя. Там их много, но там надо. Вот как это выглядит. И они не станут делать от своего имени, если они работают на государство, если их финансирует государство, ну и чем они от полиции отличаются тогда? Ну просто чем они отличаются? Только тем, что у них нет удостоверения? Значит, если они ко мне подойдут, я в рыло пришлю сразу. Не разбираясь. Мне плевать, что они там будут потом коррупционно пытаться меня за это посадить. Но они не имеют права ко мне подходить. Ведь никто вообще. Понимаете? Я сейчас эмоции это искусственно. Ну, потому что это возмущать должно человека. И кто это такой? Какой-то хрен с горы. Пузатая какая-то, значит, существо. Ходят они, от их имени публикуется информация, что они против абортов. Ну не рожайте, пузатые дяди. Я вас что, заставляю, что ли? Да, как бы унитаз не для этого, он для других дел. А вы решили, что там рожают, что ли? Ну, это так, к слову. Ну, поехали. Так, значит, они там что-то про ЛГБТ людей. Мне абсолютно наплевать, я пока не знаю, кто они такие, у них лидера нет. Такого, чтобы я знал, чтобы он мне что-то говорил, я с ним согласился, не согласился. Русская ли они община? Нет. Так же, как я говорил, что, когда вы сказали, что пришли корейцев награждать, и от моего имени там начинают высказываться, вот весь народ России. Нет. Я народ России, и если я нет, если я не поздравляю корейцев северных, значит уже не весь, значит уже как минимум -1. Поэтому если это русская община, то нет. Пишите русская -1 община, потому что я их не поддерживаю. Я просто не знаю, кого я не поддерживаю, кого попало. Того, кого мне навязывают, я не поддерживаю. Понимаете? Не потому что инсайдер об них пишет, и инсайдеру не нравится. Они вообще, по-моему, никому не нравятся. Их ругает и Собчак, так сказать, оппозиционерка, и не оппозиционная, и все ругают. Пожалуй, они мне скоро начнут нравиться просто за то, что их все ругают. Ну ладно, едем дальше. Еще раз, ну такое достаточно какое-то аморфное творение, совершенно без понятных каких-то своих идеологических взглядов, радикальности в них никакой нет, что уже странно, еще раз, опять же, да, для таких названий и для таких пробросов, как националисты. И в чем это проявляется? То, кого они заменили, Марцинкевич, его единомышленники, да, которые создали практически своим существованием полк Азов, с которым сейчас активно воюют, охренеешь с ним воевать, да, если кто-то помнит вообще, с чего все начиналось. Даже Путин говорил, с ними трудно воевать, эти русские, им говорят сдавайтесь, они говорят русские не сдаются. Ну как бывает, понимаете? Что об этом, кстати, думает русская община? И кто там? Русские. Ну так, едем дальше. Итак, значит, финансирование через благотворительные фонды, связанные с прокремлевским политологом Сергеем Михеевым и миллиардером Игорем. Миллиардером, хоть хорошо платит. Так и вы, русская община, вы придите этому миллиардеру так, вот так, чтобы ему чуть-чуть осталось, понимаете, а не он вам чуть-чуть платил. Ну ладно, иронизирую. Ходокормову. Они к нему ходят за кормом, короче, я понял. Очередные говорящие фамилии. СМИ называют Ходокормова человеком из орбиты. Извините, даже не могу даже читать. Вице-премьера Дмитрия Павлова. Ну, с орбиты он, короче говоря, явился. Мне кажется, вместе с Анной Пересильд они, наверное, заземлились. Сына бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, входящего в ближайшее окружение Владимира Путина. Ну, вот по большому счету, еще раз, да, имен много. Но ценность вот этой новости, я бы сказал так, то есть в ней ничего не понятно. То они говорят Малафеев, ну так достаточно легендарная личность, если вспомнить некоторые дела и скандалы вокруг него, это и во ВКонтакте, да, он там отжимал телегу, по-моему, тоже пытались, ну не суть. Суть в том, что он же прославился в Смоленской области, пытался купить должность, такая тоже была, публиковалась информация, ну естественно же русской общине на это наплевать, поэтому они не добиваются, чтобы было проведено расследование, поэтому такие дела, о которых приходится оговариваться, вроде было, а вроде подтверждения нет. Это как про Жириновского, 2 заявления на него, а понятно с каким подтекстом нападения на несовершеннолетних, но я не могу сказать, что он маньячило. Знаете почему? Потому что дела не заводит. Значит, дела не было. А если суд не решил, я не могу человека обвинять. Чудесно, правда, живем? Вот, но это к слову, опять же. И русская община эти слова не произносит, не добивается, чтобы я мог на что-то опираться. Ну ладно, едем дальше. Итак, позиционируют они себя как неформальное объединение, ну это понятно. Ну то есть раз финансируется, ну неформально, это, ну опять же, да, здесь достаточно просто сказать, что у них либо кнопка для донатов должна быть, они должны на поддержке людей быть, либо их кто-то финансирует, что тоже, в общем-то, неплохо, зависит от того, тогда кто. Но здесь вот все государственники, ну это и так понятно, если они с полицией ходят, это мне вот по большому счету даже лишняя информация, раз они с ментами ходят, они за ментами присматривают,
значит, уже вообще не важно. Ну, просто с серыми деньгами, вот это не очень здорово, если это все подтвердилось бы. Однако по счетам, значит, BBC с 23 по 25 год движение приняло участие более чем в 900 рейдах, около 300, из которых проходили совместно с силовиками. Ну и все, вот этого достаточно. Участники движения устраивают облавы на рынках, складах, общежитиях, ночных клубах и клиниках, где делают аборты. Они делают аборты, я так понимаю, сами себе, потому что, судя по их поведению, по тому, как они себя рекомендуют, никак они себя не зарекомендовывают. То есть они такие девочки по вызову, вот на мой взгляд, еще раз, такие волосатые девки, извините, не удержался. Ну, не вызывают они у меня уважения, тут ничтожество просто. В соцсетях организации регулярно публикуются видео с унижениями, допросами, да, в общем, неважно. Я вам поясню, друзья мои, я вам поясню. Со своей стороны, а вы мне со своей, конечно же, поясняйте, что мне больше всего в них, скажем так, не зацепляет, это то, что, ну, да, во-первых, нет никакой своей позиции, а во-вторых, для меня совершенно очевидный факт их появления – это замещение. Это, как я уж много раз приводил пример, это китайские воробьи. Когда когда повыбивали воробьев, и когда ты понял, что ты при этом как раз еще больше теряешь, потому что они свою функцию выполняют, то приходится их разводить потом. Так вот, когда уничтожили всех единомышленников Марцинкевича, так напоминаю, если кто-то прошел мимо, то сообщаю вам, их находили одного в лесу повешенным, другого еще где-то, то есть они просто все повымирали. По официальной версии многие с собой закончили, ну, каким-то образом, а некоторые из них, те, которые были в полке Азов, эти вообще зашли зачем-то в 200-й барак на одной территории, а потом там взорвались, наверное, сами, наверное, аборты себе делали, образно выражаясь. Но невозможно без националистов, потому что люди, это называется запрос есть, и будет предложение. И так как, я так понимаю, что действующая власть крайне боится, что возникнут не просто новые Марцинкевичи, да, ну, Царство Небесное, а возникнут уже более лютые, более подготовленные, более понимающие, что их ждет. Марцинкевич был, по большому счету, при том, что он националист, достаточно наивный. Он просто не понимал, куда он вступал, он просто не понимал, в какое он болото залез, когда поймал Каминова. Мне чуть-чуть копнуть достаточно было, но, правда, еще новые факты благодаря другим блогерам. Да, Фауст 21 века нашел массовые пропажи несовершеннолетних в Тюмени. И сопоставив факты, я, честно говоря, охренел, кого он поймал. Потому что кто-то, когда уехал из Тюмени, там перестали пропадать дети, а пропадали просто массово, то есть просто серийно. И едва он приехал в Москву, Каминов, он за Собяниным приехал, и очень многие предполагают, журналисты, что это такая ячейка друзей, товарищей, Каминов, Замородских и Собянин. Кстати говоря, Навальный, единственное, по кому вот у меня была сильная претензия, когда он делал свое рассмотрение, это по Собянину. Потому что Собянин приехал сразу с деньгами, с огромными. Это чувствовалось. И когда Навальный одно из разборов делал, то там было, что он скупает дома на Белорусской, по-моему, площади, и вот там через какие-то, значит, посредников, каких-то друзей, там какой-то еврейская организация, какой-то представитель, я так сейчас уже по памяти, друзья мои, пардон за то, что все очень условно. Вот, и я тогда даже свой ролик выпускал, думаю, слушай, ну что это, дорогой мой, за расследование? Это не расследование, как человек тратит, пусть даже, может быть, на запрещенное, нельзя там покупать, допустим. Ты мне найди, где он зарабатывает. И там, ну я уже не помню, Навальный даже делал продолжение, потому что получилась какая-то глупость какая-то, а не расследование. Вот, при том, что много труда было положено. Вот, ну вот и думаете, откуда деньги, у Собянина как у дурака фантиков денег, вот он приехал, там дети пропадать перестали, связано, не связано, не знаю, следствие надо проводить, там много чего можно рассказать про Тюмень, там журналистка, которую все время терроризировали, там просто в открытую этих самых, охотились на несовершеннолетних, совращали, я не знаю как, то есть на них не силой, а там был француз такой, короче, неважно. И он покрывался силовиками, то есть не заводили, не делал ничего. Там человек просто, девушка, женщина уже выросла, которая сама через него прошла, и она всю жизнь боролась с ним, и никакого шанса. А после резонанса, там, Настя Муравьева, когда пропала, когда поднялся один резонанс по старым делам, быстренько тут же случилось новое, серии продолжаются. Вот, и француз тут же вдруг умер. Вот, все очень часто умирают, все вдруг. Вот, я это к чему, собственно говоря, уже даже как-то вылетел из головы. Естественно, Марцинкевич, еще раз, такая где-то наивность, не понимая, куда он залез, он не мог понять, почему за ним так активно гоняются, слинял на другую сторону земного шара, его все равно там поймали, и закончил он очень плохо. Это наивный. Но на его образе, на его истории, сегодняшней, если кто-то пойдет этим путем, да, так сказать, берцы и шнурочки белые,
Это будет уже люто. Если Марцинкевич никого не убивал, никаких жестокостей не делал, я на всякий случай, потому что никаких доказанных преступлений нет. Все вокруг него, я отсмотрел все фильмы, чисто дутая ложь. Доказательства по-другому выглядят, следствие, доказательства. Единственное, чего добились от него, это просто его как-то очень сильно запрессовали в местах заключения. И он вот такой сидит и говорит: да, я это читать там бумажку. Ну, это не что это такое. Это даже не серьезно. Вот, так что вот наивные-то кончились, наивных-то перебили. Но это как часто ссылаюсь, Аренд, это беглая еврейка от нацистов еще, которая писала, что когда маховик раскрутили, то сама система себя пожирает. Я к этому еще добавляю правило, тоже такая теория 80-20. Это то, что если вы отрезаете, ну те же воробьи Китая, если вы все время отрезаете оппозицию, то начинаете с либералов. Ну, закон, да, ушли либералы, все, испугались, это наивные такие деятели, все, разбежались от них, толк ни туда, ни сюда. Но их место будет занято. 80-20 общество всегда делится, 20 оппозиций, только новая оппозиция будет уже похлеще, она уже будет пожестче. Сначала начнется с каких-нибудь релейных шкафов, поджогов, военкоматов. Вы этих вычистите? Ну, ждите, кто придет следом. Это если бы я давал какой-то совет. Но вырезание продолжается и искусственно создают, вот это мое глубочайшее ощущение, еще раз, опять же, примеров много, тех, кто, ну то есть залатать дыру, потому что у народа есть запрос, да, на радикальную молодежь, правда это какая-то старая молодежь, на тех самых околофутбольных, потому что они всегда на стороне народа. Эти нет, эти на стороне полиции. Нужен тот, кто на стороне народа. И поэтому создали, слепили наспех вот этих, искусственно залепить эту дыру, чтобы люди им звонили. Может быть, действительно, что, ну, то есть я уверен, что они отзываются на какие-то вопросы. Но какие-то и замять могут. Вот про Настю Муравьеву они хоть слово, пар со рта опускали, а там копнешь и офигеешь. Конечно же, нет и никогда не пустят. Вот в этом их бесполезность и для народа, ну, то есть кому-то повезет. То есть это искусственная такая чебурашка, которая, конечно же, не будет рассматривать там, где стоило бы добиваться. Дело Марины Негребы, крайне коррумпированной, поэтому не расследование, Влада Бахова, Насти Муравьевой. Конечно же, они туда нос свой шпигель не засунут никогда, потому что у них не будет команды. Они никогда не скажут о том, что Лиза Алерт, это штаб, который собирал, да, людей, просто которые помогали людям спасаться. Назван был Лиза Алерт по имени девочки Лизы, которые профукали менты, которые не стали выполнять свою работу, просто игнорировали запрос на потерявшуюся там тетю вместе со своей, значит, племянницей маленькой. 3 дня были упущены. И вообще возникновение вот этого объединения Лиза Алерт. Но оно не как объединение, да, там просто инициативная группа, которая кидает клич, чтобы люди собирались. Так вот я вам, ну это уже какое-то время прошло, уж, наверное, год или 2, когда их тоже прикрутили. Все, они со Следственным комитетом, у них уже кураторы СК с ними выезжают. И это уже давало плоды. То самое дело Влада Бахова, у меня не после слова, это все я сделал. В деле Влада Бахова они наезжали на людей, уже оскорбляли, там вылезал Дулин такой, вообще из партии Яблоко, вот он, куратор, блин. И они заминали, там много еще было вопросов, ну там были чиновнички, дети членов партии Единая Россия. Но это, друзья мои, немножко вам для примеров, чтобы картина рисовалась, если оно вам надо. Ну и как-то самый главный мой призыв: берегите себя, как говорится. Если гора с извержением вулкана не отбегает от вас, очень рекомендую отбежать от нее. Так вот немножко перефразируя. Берегите себя.